Странную находку однажды нашел егерь Егор. В тот день он проверял фотоловушки в глухом лесу и забрел дальше, чем обычно. Стояла поздняя осень, земля уже подмерзала, и звери начали прятаться в берлоге. Егор хотел понять, сколько медведей вышло в этом сезоне кормиться перед зимой, чтобы решить, как лучше обойти лес. Косолапые в этом году вели себя нагло, несколько раз разорили пасеки и даже съели молодую корову на дальнем пастбище. Егерь шел по едва заметной тропинке и вдруг услышал странный писк, не похожий на птичий или заячий. Он остановился, прислушался. Звук шел из-под корней старой ели, которую сломала буря. Егор осторожно подошел, раздвинул ветки и обомлел. В ямке лежал крошечный медвежонок, совсем слепой, даже с пуповиной, и жалобно скулил. Рядом не было ни следов медведицы, ни берлоги. Егор знал, медвежата рождаются зимой, в январе, в берлоге. Значит, случилось что-то неладное, либо мать погибла, либо ее спугнули, и она бросила малыша. Забрать его с собой значит погубить, без молока и материнского тепла он бы не выжил. Егор тяжело вздохнул, завернул медвежонка в шарф и уже хотел уходить, как вдруг услышал звук. Из кустов выбежала волчица. Небольшая, худая, с висячими сосками, видно, недавно родила. Она остановилась в 3 шагах, понюхала воздух и уставилась на сверток в руках Егора. Егерь замер, волки в этих местах людей не боялись, но нападать первыми не спешили. Волчица сделала шаг, еще один, и вдруг села, как собака, и тихо заскулила. Она смотрела не на Егора, а на медвежонка. Егор, сам не понимая зачем, опустил сверток на землю. Волчица подошла, обнюхала малыша, лизнула его в голову, и тот сразу затих, прижавшись к ее теплому боку. Егор отступил на несколько шагов и смотрел. Волчица легла рядом, подставила живот, и медвежонок, поскуливая, начал есть. Это было так странно и трогательно, что Егор даже забыл про фотоловушки. Он вернулся в сторожку, но мысль о необычной паре не давала покоя. Наутро он взял бинокль и пошел на то же место. Волчица и медвежонок лежали у той же ели. Волчица ушла на охоту, а малыш спал, свернувшись клубочком. Егор решил не вмешиваться, пусть природа сама разбирается. Но через неделю он снова наткнулся на них. Волчица тащила в зубах зайца, а медвежонок, уже заметно подросший, ковылял за ней, пытаясь отхватить кусок. Так прошла зима. Егор видел их раз 5, то издалека, то почти рядом. Волчица вылизывала медвежонка, играла с ним, учила рыть снег в поисках корешков. Медвежонок, хотя и был медведем, перенимал волчьи повадки, пытался выть, но у него получалось только глухое урчание. К весне он вырос размером с большую собаку, а волчица сильно похудела, кормить такого обжору было трудно. Егор рассказал о своей находке в деревне. Местные старики только разводили руками, волчица медвежонка выкормила. Это к беде. Но беды не случилось. Медвежонок не уходил, волчица не бросала его. Они охотились вместе, вернее, охотилась волчица, а медвежонок прятался в засаде и пугал добычу своим ревом. Однажды Егор увидел, как они гонят лося, волчица бежала сбоку, кусала за ноги, а медвежонок, неловко переваливаясь, выскочил из кустов и ударил лося лапой по морде. Лось упал. Егор не поверил своим глазам. К лету медвежонок вырос в огромного зверя, вдвое выше волчицы. Он все еще ходил за ней и разрешал ей чесать его за ухом. Но Егор знал, природа возьмет свое. Рано или поздно медведь должен будет уйти, не потому, что станет врагом, а потому, что взрослый медведь не может вечно жить с волчьей стаей. Егерь даже стал присматриваться, не появится ли у Косолапова собственное желание покинуть приемную мать. Но месяц шел за месяцем, а странная парочка все так же бродила по лесу вместе. И вот однажды, обходя дальние участки, Егор наткнулся на следы, волчьи и медвежьи, а рядом еще какие-то, поменьше. Он пошел по следу и вышел на поляну. То, что он увидел,
заставило его присвистнуть. Волчица лежала на траве, а вокруг нее копошились 4 волчат, совсем крошечных, с закрытыми глазами. И тут же, в 2 шагах, сидел тот самый медведь, уже взрослый, с мощной шеей. Он не рычал, не грозил. Он лежал рядом и лизал волчат. Они тыкались в его большую мохнатую морду и пищали. Егор затаился за кустом и смотрел. Волчица кормила волчат, а медведь охранял их. Он то и дело поднимал голову, прислушивался, нюхал воздух. В какой-то момент мимо пробежал лисенок, и медведь встал, рыкнул, так громко, что деревья задрожали, и лисенок умчался прочь. Волчица даже не шевельнулась. Она явно доверяла своему огромному приемному сыну. Егор потом еще много раз приходил на ту поляну. Медведь уходил добывать еду, возвращался, приносил в пасти то коренья, то мясо и клал перед волчицей. Она ела, а он сидел рядом и смотрел, как маленькие волчата бегают рядом. Они его не боялись, наоборот, когда он ложился, они забирались к нему на спину и играли в его густой шерсти. Это было невероятно. Медведь, выращенный волчицей, сам стал нянькой для ее новых детенышей. Но однажды Егор пришел и не нашел их на привычном месте. Он обеспокоился, прошел по следам и увидел волчицу. Она лежала под деревом, тяжело дыша, с поджатой лапой. Видимо, она поранилась на охоте или попалась в старый капкан. Волчата жалобно скулили рядом, а медведь сидел возле нее и не отходил ни на шаг. Егор понял, волчица не могла ходить, и без помощи ей было не выжить. Косолапый приносил ей воду, лизал рану, а сам не ел, пока она не поправится. Егор решил помочь. Он принес лекарство, перевязал лапу волчицы, оставил еду. Медведь смотрел на него с благодарностью и не мешал. 2 недели волчица почти не вставала, но медведь кормил и ее, и волчат, приносил мясо, разрывал его, подкладывал малышам. Он стал главным добытчиком в этой странной семье. К концу месяца волчица окрепла, смогла ходить и даже начала сама охотиться. Но медведь все еще держался рядом. Волчата росли быстро. К осени они уже не уступали размерам взрослым волкам, и стая держалась вместе, волчица, ее 4 детей и огромный медведь. Егор видел, как они играли, как вместе пили из ручья, как спали, прижавшись друг к другу. Но егерь также заметил, что медведь все чаще уходил один, бродил по лесу и возвращался только к вечеру. Он будто проверял что-то свое, медвежье. Егор знал, скоро зима, и медведю пора в берлогу. И вот, когда выпал первый снег, медведь пришел к поляне, где жила стая, и долго стоял, глядя на волчицу и ее взрослых детей. Волчата подбежали к нему, терлись о его бока, но он лишь обнюхал их, лизнул одного и повернулся к лесу. Волчица тоже подошла, постояла рядом, и Егору показалось, что она поняла, пришло время прощаться. Медведь не рычал, не выл, он просто медленно побрел в чащу, иногда оглядываясь. Волчица села и завыла, негромко, печально, а волчата подхватили ее вой. Но медведь не вернулся. Егор потом ходил по следу и нашел берлогу, где косолапый уже устроился на зимний сон. Он понял, медведь сделал свой выбор, он остался медведем, но не забыл тех, кто дал ему жизнь. А волчица со своими выросшими детьми продолжала держаться вместе, и иногда Егор замечал, как они останавливаются и смотрят в ту сторону, где ушел их огромный приемыш. Весной Егор снова обошел лес и нашел медведя. Он вышел из берлоги, отдохнувший и сильный. Но он уже не искал встречи с волчьей стаей. Он шел своей тропой, один, и Егор не стал его тревожить. Однако через несколько дней егерь увидел странное. Волчица и ее волки мирно паслись на поляне, а неподалеку, на холме, сидел медведь и смотрел на них. Он не спускался, просто наблюдал. Потом встал и ушел в лес. Егор понял, они не забыли друг друга, но каждый пошел своей дорогой. Волчица вырастила медвежонка, медведь вырастил ее волчат, а когда пришло время, ушел. Это не было предательством,
Это был закон жизни. Егор знал, что в следующую зиму медведь снова ляжет в берлогу, а волчья стая будет зимовать рядом, и где-то в глубине леса они всегда будут чувствовать друг друга. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!